За последние 2,5 века, начиная с эпохи промышленной революции, уголь стал символом технического прогресса, основным источником энергии и движущей силой мировой индустрии. Особенно важен был американский штат Пенсильвания. Он стал одним из основных центров добычи и переработки угля. Но историческая эксплуатация этого ископаемого оставила после себя не только богатство, но и множество экологических проблем, которые мы видим и сегодня. Масштаб воздействия угольной промышленности огромен. Помимо прямой разрушения природных ландшафтов, загрязнения и выбросов вредных веществ, существуют долгосрочные, отчасти скрытые последствия, такие как загрязнение водных ресурсов, разрушение экосистем, а также непрогнозируемое и нередкое продолжение выбросов парниковых газов из заброшенных шахт. В этой статье мы развернуто рассмотрим исторический аспект, современные угрозы, научные открытия, маршруты исследования и перспективы долгосрочного управления наследием угледобычи. Мы поговорим о том, как и почему шахты, оставленные после прекращения добычи, являются активными источниками выбросов К2, что это значит для глобального климата, и какие шаги необходимо предпринять для их устранения. Обратимся к истории. В XVIII-XIX веках с развитием промышленной революции уголь стал ключевым ресурсом для питания паровых машин, сталелитейной промышленности, транспортных сетей. Высадка первых шахт в Пенсильвании, особенно в районе Апалачи, это был старт индустриального взрыва. К 1800 годам началась массовая разработка крупнейших угольных пластов. Это сопровождалось сильной демографической миграцией, ростом городов и созданием целых промышленных регионов, где добыча угля стала основой экономики. Питтсбург, например, в начале 20 века потреблял более 400 тонн угля в день, а это огромное количество топлива, необходимое для функционирования сталелитейных, энергетических предприятий и городских хозяйств. К сожалению, эти процветающие индустриальные массивы создавали также массу экологических проблем. Во-первых, загрязнение воздуха и воды отходами. Во-вторых, появление многочисленных шахтных вод, содержащих едкие и токсичные вещества. В начале прошлого века, особенно до введения строгих нормативов, таких как Закон о чистоте воздуха и воды 1970-х годов, загрязнение достигало критического уровня. Отношение к природе было пренебрежительным. После окончания эксплуатации шахты просто оставляли без надзора. Они превращались в заброшенные, забитые водой и наполняющиеся опасными химикатами объекты. В итоге, в течение десятилетий и даже веков эти места тихо превращались в источники опасных загрязнений. Одним из системных недостатков был недостаток рекультивационных технологий, и большинство шахт после закрытия просто залипали водой или покрывались растительностью без учета гидрогеологических особенностей. Это создало опасность не только для окружающей среды, но и для здоровья населения, особенно для тех, кто жил вблизи этих объектов. Сегодня ситуация многогранна и сложна. Одной из главных проблем является то, что миллионы заброшенных шахт остаются без контроля, однако активно влияют на окружающую среду через выбросы своих глубоких газовых и водных систем. Заброшенные шахты, по разным оценкам, остаются сотнями тысяч по всей стране, а их точное количество до сих пор неизвестно. Это результат исторических недостатков учета и автоматической классификации. Эти шахты иногда скрываются под слоями почвы, леса или городской застройки, что осложняет их обнаружение и мониторинг.
потому что, несмотря на прекращение добычи, внутри шахт продолжают происходить химические реакции. В частности, химическое взаимодействие воды и пород, насыщенных серной кислотой, поддерживает непрерывное выделение различных газов, в том числе К2. А поскольку эти шахты расположены в карбонатных породах, содержащих ископаемый и давно заключенный в породах углекислого газа, их разрушение и химическая активность вызывают его освобождение. Более того, химические реакции внутри шахтных водных систем создают богатые насыщение углекислым газом растворы, которые со временем выходят на поверхность и, попадая в атмосферу, способствуют усилению парникового эффекта. Эта проблема сложна еще и потому, что у нас практически нет точных данных о масштабе выбросов и точных механизмах распространения газов, обусловленных остатковыми шахтами. В результате мы не можем полностью оценить, сколько именно углекислого газа продолжает выделять эти объекты и как они влияют на климат. Многие регионы мира сталкиваются с аналогичными проблемами, что подтверждается многочисленными отчетами международных организаций. Например, страны с развитой угольной промышленностью – Россия, Китай, Индия, ЮАР – обладают огромным количеством заброшенных шахт, которые могут продолжать выбрасывать опасные газы. Научные исследования последних лет позволяют лучше понять проблему. Особенно важной стала работа американского ученого, доктора Дороти Веспер, которая занимается изучением выбросов К2 из заброшенных шахт в Пенсильвании. На конференции GSA Connects 2025 года она представила результаты своих исследований, кардинально меняющих представление о наследии угледобычи. Веспер с командой не только зафиксировали, что с шахты продолжает выделяться углекислый газ, но и нашли пути точного измерения этих выбросов, что ранее недоступно было из-за технических ограничений. Обнаруженные объемы. Исследования 2016 года показали, что из 140 обследованных шахт эти выбросы выражены значительно сильнее, чем предполагалось. Некоторые источники выделяли до нескольких тонн углекислого газа ежегодно. Этапы исследования. Ученые проводили полевые измерения в самых труднодоступных шахтах, в лесных массивах, в засушливых регионах, иногда с помощью необычных методов. Эти изыскания важны потому, что показывают, что заброшенные шахты – это активные источники парниковых газов, конкурирующие по своей мощности с современными промышленными выбросами. Однако политика и исследования в этой области находятся на начальной стадии, и зачастую отсутствует систематическая карта объектов, а также способы их эффективного мониторинга. Давайте подробнее рассмотрим, что же происходит внутри этих заброшенных шахт. Во-первых, нужно понять химическую составляющую. Рудничные воды, насыщенные серной кислотой вследствие добычи угля, реагируют с карбонатными породами – известняком, доломитом и другими. Эти породы заключают в себе древний К2, заложенный миллионы лет назад при формировании земных недр. Химические реакции. Серная кислота разрушает карбонатные породы, высвобождая КО2 в растворенном виде. Это происходит потому, что гидратные ионизированные формы карбоната СО3-2, находясь в воде, переходят в газообразное состояние при контакте с кислородом и воздухом. Образование водных растворов. В результате химической реакции вода становится насыщенной углекислым газом, и это насыщение постоянное, если химические процессы не утихают. Выход воды на поверхность. Когда вода, богатая СО2, достигает уровня Земли и контактирует с воздухом, происходит дегазация. Растворенный газ выходит и попадает в атмосферу. Это непрерывный процесс, потому что химические реакции и гидрогеологические условия
таковы, что даже после остановки добычи эти реакции могут продолжаться годы, а иногда и века. Эта сложная система объясняет, почему даже заброшенные и долго закрытые шахты могут быть активными источниками выбросов. Этот аспект до недавних пор был мало изучен, и в научных публикациях не было полноценных данных о масштабах выделения К2. Проблема была ясна: необходимо точно измерить концентрацию углекислого газа в шахтных водах, чтобы оценить масштаб выбросов. Технические трудности. Обычные датчики и приборы не справлялись с очень высокими уровнями СО2, превышениями в 1000 раз по сравнению с обычной водой, что создает проблему для точных измерений. Креативное решение. Чтобы преодолеть этот барьер, команда Vesper решила обратиться к альтернативным методам. Использовала оборудование для газированных напитков и пивоварения. Эти приборы специально созданы для измерения высокого содержания КО2. Они позволяют очень точно оценить концентрацию газа даже в экстремальных условиях. Этот метод был революционным, потому что он позволил расширить возможности научных исследований за рамки стандартных приборов промышленного масштаба. Благодаря ему удалось получить свежие, точные данные о выбросах, что значительно улучшает понимание, насколько опасными являются эти заброшенные объекты. Результаты. В некоторых шахтных водах количество диоксида углерода удерживалось на уровне, превышающем ожидаемые показатели в десятки и сотни раз. Это свидетельство того, что процессы выделения газа активны и продолжительны. Гидрологические условия. Количественные показатели варьировались в зависимости от уровня воды, состава пород и климатических условий, что подчеркивает необходимость локальных, а не только глобальных оценок. Работа Vesper и ее коллег – это только начало. В будущем необходимо расширять мониторинг, изучение большего числа шахт, включая труднодоступные регионы. Проводить долгосрочные наблюдения, чтобы понять вариации выбросов в разные сезоны, годы и при различных гидрологических. Разрабатывать новые методы рекультивации, включая природные и технологические подходы. Важные направления. Источник метана. Помимо КО2, шахты выделяют также метан, мощный парниковый газ, возникший в процессе разложения органики под землей. Его оценка и важная задача для комплексного представления о влиянии шахт. Технологии улавливания, разработка систем улавливания и переработки СО2, чтобы снизить его выбросы. Экологические решения, собственно, восстановление земного покрова, создание водных и болотных экосистем для поглощения и нейтрализации этих газов. Примеры успеха. В некоторых странах уже внедрены системы, в том числе хранилища К2 под землей или в специально подготовленных резервуарах, что показывает перспективность таких решений. Проблема не ограничивается Пенсильванией. Миллионы заброшенных шахт есть по всему миру. Россия, Китай, Индия, ЮАР, страны Латинской Америки и Африки. В каждом из этих регионов оставлены шахты, в которых продолжают происходить химические реакции с выделением газов. Согласно оценкам международных организаций, выбросы парниковых газов из недоиспользованных шахт могут составлять значительную долю глобальных выбросов, которые до сих пор недооценены. В этом плане работы ученых, таких как Vesper, весьма важны. Ведь их методики позволяют делать точные прогнозы и разрабатывать стратегии устранения этих скрытых источников. В целом, накопление знаний и технологические решения в этой сфере пойдут на пользу всему миру. Они помогут снизить жизненно опасный уровень парниковых газов, замедлить процесс изменения климата и восстановить экологический баланс. История угледобычи
Это очень важная часть развития человеческой цивилизации, но вместе с тем это история не только прогресса, а и ошибки, недостатков, бездействия. Заброшенные шахты – это первая и главная несправедливость, которая продолжает в буквальном смысле выделять атмосферу. Настоящие достижения науки и технологий позволяют нам понять сложные химические и гидрологические процессы внутри этих объектов. Важно активно развивать системы мониторинга, инвестировать в инновационные технологии улавливания газа и рекультивации земель. Общий вывод таков. На глобальной арене требуется целостный системный подход к управлению наследием угледобычи. Только так мы сможем остановить скрытые источники выбросов, сохранять экологическое равновесие и в конце концов защитить наш климат и будущее для последующих поколений.